Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги, и это уже 19 серия Код Гиас Восставший Лелуш. Это мы что, на пля... О, Судзаку. И где это он? Куда вот он оказался? Где это он? Где Ланселот? Да, кстати, к слову, где обломки хотя бы? Зера! Не о том сейчас Бесполезно. думаешь. Ничего не помню. А, ну, понятно почему. О, Лелуш тут тоже. Где это я? Серия называется «Остров Бога». Так я и думал. Это другой остров. Растительность и температура не отличаются от острова Шиники, так что мы где-то рядом. Без интеркома связь невозможна. Пока удостоверюсь, что у меня есть источник пресной воды, и можно будет обустраивать здесь бивуак. Калин? Калин? Не может быть. Извиняюсь. Сузаку? Это же униформа ОЧР. Облом. Так это и правда ты? Ну, он профессиональный военный все-таки, прошел подготовку. Калин. Калин Шталдфилд. Ты... Не называй меня этим именем! Я Калин Козуки, японка! Не время. Тогда ты и в самом деле... Я из ОЧР! И больше этого не скрываю. Ну и дура. Тогда, Калин Казуки, я помещаю тебя под арест. А ты- Ты обвиняешься в бунте против Британии. А ты дебил. Дура и дебил. Похоже, будет сложно связаться с Оги и остальными. Думаю, мог бы притвориться посторонним и попросить британские ВС помощи, но... Нормально. Офигеть. Понятно. Ты тоже не знаешь, что произошло. Когда ты очнулась, то была уже здесь, на острове. Верно? Получается, ты здесь тоже потерпел крушение? Вот и по делам тебе. Если мои товарищи сюда доберутся, пленником станешь ты. Думаешь, Зера хотел спасти тебя? Без сомнения. Хорошо. Тогда прежде чем он явится, скажи мне, кто он. Не хочешь выяснить это сам? Ясно. Ты и сама не знаешь. Как ты? Так и знал. Ты меня обхитрил! Не позорнее сокрытие своей личности. Да. Почему ты на стороне Зеро? Без понятия. Сам догадайся. Не твое дело, короче. О. Здравствуй, сестренка. Лелуш, Лелуш, это ведь ты, да? Как? Я никому не сказала. Клянусь тебе. Поэтому, пожалуйста, прежде чем ты выстрелишь, хотя бы... Не, ну была одна серия, где был намек на то, что она подозревает. Я помню. Ну, как? Нет, реально, как? Блин. Если честно, ну можно это на родственную связь ментальную. Отряду радарного подземного зондирования передвинуться из сектора D в сектор F. Найти ее любой ценой. Найдите принцессу Юфимию. Под песком? О, ну ее ищут. Почему она не могла себя вести так, как нормальная вице-наместница? Если принцесса Корнелия об этом услышит. А вам не хватает того, что там Штайзель? Ну надо же, кто бы мог представить себе парящее авианесущее судно? Разве вы не говорили, что требуется собрать больше данных? Это потому, что мне очень интересны созданные вами вещи. Я только хотел увидеть, возможно ли его построить. Так вот. И адронную пушку тоже? Надо было узнать, будет ли она работать. Уже давно жаждал встретиться с вами, мисс Сесиль Круми. Я... Принц Шнайзель! Нахалка! Как ты Шнайдер, смеешь не смотреть Шнайдер. на второго принца Империи сверху вниз? Генерал Бартли! Чего? Надеюсь, вы не поранились. Я Шнайзель Эль-Британия. Пожалуйста, дайте вашу руку. Хорошо. Ага, понятно. А, Она не заслуживает. А ты на редкость преданный человек, да, генерал? Большей частью потому, что именно он спас меня от заточения глубоко под слову, храмовой я башней. только что хотел сказать. Не надо относиться ко мне так фамильярно. По текущему вопросу вы мне очень помогаете, так же, как и Кловису. Это мне стоит вас благодарить. Мой господин! Бартли,
Теперь, миледи Сесиль, если вы меня простите. Ваше Высочество! Можешь подождать меня на базе. А куда вы собрались? На небольшое задание. Поищем Сузаку при помощи Авалона. Таких пилотов, как он, трудно найти. Особенно после показанного им вчера представления. Подождите секундочку, вчерашние приказы исходили от принца? Молчать, или тебя обвинят в оскорблении принца. Это я приказал, мисс Сесиль. И из пушки тоже я стрелял. Даже в таких ситуациях нельзя забывать о приоритетах. Кроме того, если бы произошло что-то неожиданное, был бы шанс, что он уцелеет. В этом я был уверен. Потому что он Сузаку Куруруги, ас-пилот Скпир и рыцарь Юфи. Да, я вас поняла. Прошу простить мне мою грубость и готова понести любое наказание. И слушать не буду. Это моя вина, что не защитил подчиненных. Прошу меня простить. Черт, а он вызывает симпатию, но что-то, мне кажется... Когда ты догадалась? Тогда, во время захвата отеля. Понятно. Тогда я сказал лишнего, не подумав. Однако до этого момента я не была уверена. Я тоже был наивен. Но все равно, почему ты не обсудила догадку с Корнелией? Сестра никогда меня не слушает. Кроме того, ситуация ведь и так достаточно печальна. Еще какая. Капец. Как поживает Нанали? Она живет со мной, но все еще не может ходить. Должно быть, ты нас ненавидишь. Еще как. После всего того, что... Скажи мне одну вещь. Ты знаешь что-нибудь об инциденте, в котором была убита моя мать? Прости меня. Но, похоже, сестра всесторонне расследовала это дело. Сестра искренне почитала леди Марианну. Можно у тебя кое-что спросить? Ты сейчас Зера? Ну, да. Или ты? Я Лелуш. Да, здесь и сейчас я тот Лелуш, которого ты знала, Юфи. Ну, типа, ты грохнешь Лелуш. меня или нет? Думаю, от облегчения мне захотелось есть. Ты уверен, что в порядке? Судя по следам и помету, эту тропку используют дикие животные. У меня есть возможность поставить ловушку, придуманную в средние века. Опа! Ого, а ты в этом знаешь толк. Ну, ему приходилось Хочешь тоже попробовать? выживать, скорее всего. Я могу тебя развязать, если хочешь. Если поможешь ловить рыбу. Даже так тебе не склонить меня на свою сторону. Блин, ну ты упертая. Совсем не такая, как в школе. О, поверь, она совсем не такая, какая в школе. Интересно, они Даже использовав это в качестве рычага. Я тебе помогу. столкнутся или нет? Физический труд не для принцесс. Не волнуйся, эта система совершенна. Тогда Уж. почему бы мне не поискать каких-нибудь фруктов? Будь осторожна. Хорошо. Да. Интересно. О, летит. Шнайзель летит. Интересно, что будет. Шнайзель... Чем-то на Лелуша похож. Вражеский крейсер нас миновал. Вот блин, крейсер, который может неподвижно болтаться в воздухе, они издеваются. Оставаться в этом секторе акватории слишком рискованно. Давайте отступим. Ага. Нет, по крайней мере, нам нужно остаться для поисков Зеро. Он прав. Но в таком положении мы не можем выслать поисковый отряд. Хоть мы и можем скрываться благодаря Ракшате, нет гарантии того, что Зера и Калин еще живы. Один неверный шаг, и нашей организации конец. О чем ты говоришь? Наоборот, только благодаря Зеро мы сейчас здесь. Организация сформировалась вокруг персоны Зеро. Эту организацию формируют ее члены, а мне кажется, то, что ты сказал, это недостойные британские речи. Тогда ответь вот на что. У нас собрались здесь приверженцы разных идеологий. И каким же образом они умудряются работать вместе, благодаря достигнутым результатам? Хорошо, тогда кто же обеспечивает нам эти результаты? Признаю, что результат он обеспечивает, но стоит ли он жизни всех нас? Иногда жизнь одного человека ценнее миллиона других. Я думал, что для бывшего солдата это очевидно. Ты смеешь говорить здесь такое? Ты Простите. смеешь. Ладно, ничего не поделаешь. Я вам скажу, он жив. У нас нет времени выслушивать мечтания. Это точная информация. Чё, ты у нас и гадалка теперь? Я чё, не те в натуре сказал заткнуться и учиться Найтмером рулить, тупица? Тупица? Надо же. Века прошли с тех пор, как кто-то меня так называл.
И чё, типа Зеровой подстилкой строить нас можешь? Я уже сказала, что ты ошибаешься, вульгарный человечишка. Ты как смеешь с паханом базарить, а? Паханов. Подождите, разговор слишком далеко зашел. Хорошо, как вам такой план? Мы останемся в этом квадрате акватории, вне зоны видимости британцев. И ждем до конца завтрашнего дня. Это будет наш временной лимит. Хорошо. Компромисс. Полагаю, нет другого выбора. Вот поэтому Оги заместитель. Ради Молодец. всего святого. Из-за твоей выходки мне пришлось поговорить с этим маленьким тупым человечком. Ты еще и Калин отправил на остров? Дурной у тебя вкус для стороннего наблюдателя. А с кем это она разговаривала? И часа? Для стороннего наблюдателя? В чем дело? Они же очень вкусные. Что там? Че, ну, Я уверена, что ты сможешь доделать свою ловчую яму завтра. что, не вышло, да? Ну, я и наелась, больше ни кусочка не влезет. Так вот ты на самом деле какая. Ага, уже думаешь, как бы это использовать? Нет, просто думаю, как мило видеть тебя. Гораздо более живой, чем в школе. Обрабатывает, молодец. Калин, уходи из АЧР. У тебя еще есть шанс. Пойманные террористы плохо оканчивают. На себя Только посмотри. думаю, что ты не так уж плох, как ты показываешь свои истинные намерения. Очень жаль, но я капитан личной гвардии Зера и сражалась с тобой в своем Найтмэре. В том красном? Именно. И может, пока у нас и ничья, но в один прекрасный день я собираюсь победить твоего белоголового. Используя методы Зеро, будущего не построишь. Да? А как насчет твоего будущего? Наконец-то. Продолжать жить, как ручная собачонка завоевателей? Жалованный британец? Великий рыцарь третьей принцессы? Ха! Имя Генбу Куруруги, последнего самурая, вопиет. Я не такая, как ты, этот мир неправильный, и я пытаюсь его изменить. Если я не буду, то мой брат никогда не сможет упокоиться с миром. Поэтому я сражаюсь. И сделаю все, что угодно, чтобы победить. Калин, на самом деле, это я убил своего отца. Нифига себе, чувак. Мой отец не совершал самоубийство. Я убил его. Этой самой рукой. Он это сделал специально, чтобы миф об его отце Звезды совсем не изменились. С тех самых пор. сломался. Давным-давно мы все вместе любовались звездным небом. Как бы я была счастлива, если бы мы могли жить, как тогда. Да, судьба фиговая. Нам не вернуть прошлого. Нет, сейчас нет. Ты права. Как было бы хорошо вернуть все как раньше. Ну, Зеро такой же, как мой отец. Он думает, что весь мир вращается вокруг него. Именно поэтому он позволяет проливаться крови стольких людей. Вот как ты принимаешь существующую реальность? Это ты называешь миром? Есть вещи и важнее собственной жизни. Я же не убеждаю тебя взять и сдаться. Но он отпустит. я точно знаю одну вещь. Что тебе принесут результаты, полученные такими методами? И что? Только сожаление и пустоту, которые никуда не исчезают. Но тогда скажи мне, какой смысл был в жизни моего брата? Кому решать, верной она была или нет? Вот это очень затронули сильный момент. Жизнь родных. Чтобы она была ценна. Юфи, даже я, чтобы выжить. Продолжаю бороться со стыдом. И все еще ищу причину, чтобы продолжить жить. Как же я низок. Если Куруруги все еще жив, то его должно быть вынесло сюда, на остров богов. Завтра утром пошлем поисковый отряд. Это то, о чем вы упоминали? Да. Во время инцидента в Синтёку мы занимались раскопками. Как я и думал, Кловис в таких вопросах превосходил остальных. Что там? Интересно, что там? Эй, а ты уверен, что на самом деле видел тот свет? Ага. Должно быть, это поисковый отряд. Как выясним, кто это, решим, как себя с ними вести. Как себя вести? Да уж, это будет реально круто. Мысли лифт, говорите? Думаю, что археология не относится к числу моих сильных сторон, особенно вся эта паранормальщина. Почему ты? Проявляй уважение! Все равно, это слишком отличается от моей специальности. Хотел бы я, чтобы вместо меня вы попросили о помощи Сесиль. Прошу вас, не надо так громко жаловаться. Мой отец тоже с ума по этим вещам сходит.
Правда, Бартли? А что Да, ты? Где? мы обнаружили идентичные объекты в нескольких местах. Все они, кроме этого одного, были взяты под личный контроль Императора. Это только догадка, но, возможно, мы завоевываем многие страны именно для того, чтобы получить эти объекты себе. Ока. И да, для анализа получаемых изоотических данных воспользуемся системой Друид на Гавейне. На данный момент Гавейн? тут только неотлаженный прототип. Поэтому мы вас и пригласили. Ага. Думаю, это было примерно здесь. Лилуш, если это поисковый отряд, то наше с тобой время здесь закончится? Ну, да. Ничего не поделаешь. Я настолько ненадежный рыцарь, что даже не смог раздобыть вам еды. Кроме того, это же работа Куруруги Сузаку, твоего настоящего рыцаря. Можно спросить, почему ты выбрала жалованного британца? Ну, Маску надень лучше. Молодец. Опа-на. Обмен. Почему эти двое вместе? Сузаку, Принцесса Юфимия! Не с места! Эта девушка моя пленница! Обмен. Зеро, Подыграй мне. Подыграй, пожалуйста. Давай. Я заберу свою подчиненную. Обменяемся пленницами. Зеро, опять ты! Ни шагу больше! Опять собираешься назвать меня трусом? Уничтожить террористов, каковы бы ни были потери. Собираешься последовать этому правилу и дать госпоже погибнуть? Хоть ты уже и отступал от своих моральных принципов. Yes. прекрати! Заткнись ты, маленькая кукольная принцесска! Сама ты ничего сделать не можешь! что? Мне без разницы. Сузаку, не обращай на меня внимания. Сражайся. Ваше высочество! Сейчас! Но ты упрямец! Это что сейчас было? Это что? А это сейчас кто был? Или кто была? Глаз! Из-за того, что у него ГЕС, произошла активация, скорее всего. Как мне показалось. Мой господин, пожалуйста, спасайтесь! Но активация чего? Что это такое? Его ГЕС, значит... Базер Куруруги! И неужели... Зеро! Тупицы! С ними же принцесса Юфимия! Схватить их, схватить! Зеро, Найтмэр вон там! Точно! И мы воспользуемся! Пошли! Слушаюсь! Сузаку, О, круто. О, это какой-то... Сузаку, что такое? Что опять случилось с тобой? Слава небесам! Не только без экипажа, но уже и активирован! Построиться в стенку перед принцессой Юфимией. Да что же это за найтмер такой? Мне везет! Да. Привет, брат. Шинайзель? Так значит, это и есть Зеро. Гавейн! Давай, давай, давай. Вернуть его! Нельзя позволить этой машине остаться в руках Валиваем. Шинайзель, теперь я. Тревога, Найтмер прототип Гавейн. Сазерленды у выхода! Держись крепче, иду на прорыв. На прорыв, погнали. О, офигеть, прототип жесткий. Сгиньте. Ну, видимо, это Найтмер Лилуша будет. Проклятие! Оружие не доделаны? Ну, а ты что думал? Ну да. Ну, надеюсь, хотя бы броня. Зеро, подкрепление! Расслабься. Одна система полностью работает. Какая? Он что, взлетел? Мы летим! Этот Найтмэр может летать! Зачет. Гавейн! Наш Гавейн! Пусть. Это всего лишь образец. Кроме того, слава небесам, что вы оба живы. Брат Шинайзель. Юфи, прости, что так задержался. Ах, не стоит. И за то, что стрелял Ваше в тебя. высочество, нам продолжить согласно графику? Конечно. Майор Сузаку Куруруги, вы арестованы за нарушение второй степени военного устава. Стойте! Этот человек мой рыцарь. Вы не можете так поступить. Разберемся с этим позже. А пока оставь их в покое. Вечно он Что-то случилось? арестован. Я связался с Оги. Встретимся с ним в открытом море. Отлично! Но еще кое-что. Что с Гуреном МК-2? Благополучно возвращен. Благодари за это Асахину и Чибо. Точно! Сузаку, прости меня. Я не планировал использовать эту силу на тебе, но...
Живи! 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 Все. Майор Куруруги, подчиняйтесь приказам! Заткнись! Кому есть дело до приказов? Я должен жить! Не знаю, как ты выбрался из Ланселота, но для того, чтобы спасти свою собственную жизнь, ты упустил возможность уничтожить Зеро. Возражения будут? Это... на самом деле был я? Это минимум открытое неповиновение приказам. Это был Куруруги? Да. Детали точно неизвестны. Проклятие. Только я подумала, что мы окончательно разобрались с делами в Ишикаве. Ваше Высочество! Теперь что? Большой Канмонский мост в области Коси уничтожен. Что? При помощи десантных катеров. Противник также уничтожил 4 других пути с острова на сушу. Китайская Федерация? Разве они уже объявили нам войну? Нет, Ваше Высочество. На катерах флаг Японии. Чё? Это еще что означает? У нас что, полномасштабная атака случилась? Кто-то что-то учунил? Круто. Итак, ну вообще классная серия. Во-первых, было очень классно с той точки зрения, что тут столкнулись две идеологии в лице Калин и Судзаку. Они пообщались, разговорились. И тут была очень классная тема насчет того, как родные ценят жизни своих родственников. Вот у Калина был брат, который погиб за освобождение этой страны. И она, как родной человек, прежде всего, не может допустить, чтобы жизнь ее родного человека оказалась бессмысленной. Вообще, это на самом деле очень интересная тема с той точки зрения, что это, по факту, это порочный круг. Как говорится, глаз за глаз, зуб за зуб. Это никогда не принесет ничего хорошего. А вот ненависть будет продолжаться и продолжаться. Мщение за родных, мщение за предков. И одни будут мстить другим, те запомнят, потом те вырастут и будут мстить потом снова. И это будет продолжаться по кругу и по кругу и по кругу. Не из-за того, что хочешь лучшего для своей страны, а чтобы смерть твоих родных не оказалась напрасной. Но по факту это всего лишь, как я считаю, по факту это всего лишь бессмысленный круговорот. Ну, что поделать, такова жизнь. Это имеет место быть и будет иметь место всегда в истории. Что ж, у нас тут Шнайзеля показали намного лучше. Шнайзель вызывает очень сильную симпатию. Прямо идеальный рыцарь. И в отличие от Судзаку, он воюет за свою страну. Он воюет за своих родных. Он исполняет обязанности главнокомандующего, правильно выставляя приоритеты. Между прочим, вот с Лелушем они в этом очень похожи. И на редкость галантен и очень любит своих подчиненных. А вот с этим они с Лелушем отличаются. Хотя, может быть, он играет. Если честно, есть в нем такое нарциссическое что-то. Он из себя строит такого всего хорошего, галантного, проникается доверием к людям. Вот по-гницки так себя ведет. Вот мне кажется, что это очень глубокий гницкий и жесткий нарцисс, на самом деле психопат. Вот реально мне так показалось, потому что слишком он уж галантен. Что ж, серия называется «Остров богов», ну потому что они находятся на острове богов. И понятно почему. Здесь прониклась такая тема, что все страны, которые были захвачены Британской империей, все они, все это было лишь с одной целью. Чтобы захватить такие древние артефакты, которые размещены по всему миру. И один из этих артефактов мистических каким-то образом Лелуш включил случайно. Ну, ясно почему. Потому что его глаз, видимо, он стал на то хорошее место и бабах. И вниз. И произошла, скажем так, внезапная, неожиданная атака как для самих атакующих, так и для атакованных. И Лелуш захватил новый, скажем так, новую игрушку, видимо, для себя. Видимо, он с этим, он такой черный, он такой Гавейн, между прочим. В следующий раз я
Посмотрю, кстати, между прочим, я знал историю Ланселота, но не помню историю Гавейна, какие подвиги он совершил. Очень интересно, потому что, как я понял, здесь очень сильные аналогии. Ну, такие говорящие имена, говорящие названия здесь очень сильные. И поэтому я прочитаю про Гавейна отдельно. Интересно вообще, что это был за... Я помню, что это был рыцарь короля Артура, но что это был за рыцарь и как он там вообще, какова была его роль в круглом столе, будет интересно. Посмотрю. По поводу разговора там, когда в подводной лодке, как было, вот как Оги показал. Вот поэтому он и заместитель. Вот что самое интересное. Нашел компромисс. Оставаться, не оставаться. Оставаться опасно, но если не останемся, мы потеряем самый, скажем так, эффективный мозг всей данной операции. Ну и концовка была просто супер, просто великолепно. И войска Японии прямо на целый остров наехали. Видимо, там все японцы, которые сбежали в свое время, такие в подполье ушли, в Китайскую Федерацию сбежали и так далее. Где они там прячутся? Ну все, видимо, они увидели, что все, пришло время и в атаку. Что ж, это была 19-я серия. Код Гиас, Восставший Лелуш. Благодарю, что смотрели там вместе со мной. Увидимся уже на 20-й серии. Удачи!